Топленое масло – очень важный продукт для многих национальных кухонь. Русской, азербайджанской и даже индийской. Чтобы получить хорошее топленое масло, необходимо хорошее сливочное масло. Органолептический метод оценки масла поможет, если у вас есть значительный жизненный и кулинарный опыт. Но сам процесс вытапливания может послужить для анализа качества масла. Смотрите внимательно и не переключайтесь. Если бы у вас была русская печь, то я бы порекомендовал поставить горшок с маслом в остывающую печь на ночь. Но можно взять 2 кастрюли, так чтобы одна помещалась в другую. В меньшую кастрюлю уложить куски сливочного масла. Слишком мелко их резать не надо, они все равно растают. Если топить масло в обычной кастрюле, в обычном казане, который поставили на газовую горелку, то дно казана может нагреться до такой температуры, при которой масло начинает уже пригорать. А если маленькую кастрюлю поставить на водяную баню, то масло не нагреется выше 100 градусов и растопится без пригорания и даже без вскипания. Нагрев надо отрегулировать так, чтобы вода в нижней кастрюле не слишком сильно бурлила. Если масло начало таять, то все нормально. Теперь осталось только подождать 7-8 часов. Я по профессии не повар. Я автор кулинарных книг. И это моя 11-я книга, самая новая из типографии. Давайте сначала рассмотрим обложку. Название «Земля, душа и еда татар» вполне отображают содержание книги. Обычно ведь на обложке полагается изображать, я не знаю, какую-то еду. А здесь ни одного блюда. Но зато здесь есть целых 2 QR-кода. Наводим камеру смартфона на QR-код, и открывается замечательный татарский танец. И не просто танец, а демонстрация самых главных, знаковых татарских блюд. Сметливым людям сразу должно быть понятно, что и все рецепты в этой книге тоже имеют QR-код. И в конце концов начинаем рассказ о татарском народе. Женщина, которой 83 года, из них 70 лет она готовит одно и то же, только катык. Знаете, что такое катык? Вот прочитайте книгу, узнаете. Здесь есть блюда, которые уже начали забываться в татарском народе. Благосостояние народа выросло, и поэтому люди перестали готовить некоторые, очень простые блюда. Но, тем не менее, они очень вкусные. И забывать их нельзя ни в коем случае, потому что это достояние татарского народа. А тем временем мы готовили чахчак. Чахчак – это настолько знаковое блюдо, что чахчак пришлось готовить дважды. Потому что в Татарстане все готовят чахчак по-разному. И рассказываем о чахчаке, который дома приготовить, например, невозможно. Но это то, что следует привезти из Татарстана. Потому что, прочитав эту книгу, вы рано или поздно захотите посетить Татарстан. И у вас возникнут вопросы, а что привезти из Татарстана? В книге об этом рассказано. Если уж что-то непонятно, у вас всегда есть QR-код. Конечно, рецепты, книга, вообще говоря, должна прежде всего вдохновлять людей. Вдохновлять на приготовление этих блюд. Для этого требуются вот такие фотографии. Каждую ниточку скатерти, каждую крошку сахара видно на наших фотографиях. Полюбите, какая фотография. Аппетитно? Захотелось? В книге более 70 рецептов. Очень много рассказов о специалитетах. Мы ездили по всему Татарстану со съемочной группой, с киносъемочной группой. Снимали что-то там, что-то снимали вот здесь. Ко мне приезжали вот сюда, вот прям сюда ко мне приезжала, там знаменитая татарская кулинар, которую зовут Резида Хусаинова. К нам приходили профессионалы, к нам приходили любители. Мы ездили по районам, бывали в селах, бывали в домах у сельских жителей Татарстана, которые готовили для нас вот эти замечательные блюда. В Татарстане очень многое готовят в печах. Точно так же, как вот в русской кухне. Абсолютно уверен, что эта книга понравится любому человеку, кому ее подарят. И эта книга станет украшением вашей домашней коллекции кулинарных книг. Она огромная по размерам, здесь 440 страниц. Бумагу мы выбрали самую лучшую, которую только возможно было вообще приобрести.
Поторопитесь с заказами, дорогие друзья. Скоро новогодние праздники, да и дни рождения не кончаются. Да и вот подарок просто хорошему, дорогому человеку, такая книга, мне кажется, это хорошая идея. Успехов и приятного вам аппетита! Сливочное масло большей частью состоит из молочного жира. Он легкий и всплывает наверх. Оставшаяся часть в масле – это вода и разведенный в ней молочный белок. Вода опускается вниз кастрюли. Если вытапливать на огне, то вода вскипает. Пузырек пара обволакивается белком и поднимается сквозь уже растопленный молочный жир. Таким образом, молочный жир и молочный белок постоянно перемешиваются, а молочный белок поднимается наверх в виде пены. Но если топить на водяной бане, как я показываю, либо в мультиварке при температуре 85 или даже 75 градусов, то вода внизу кастрюли не вскипает, и весь молочный белок остается внизу кастрюли. Посмотрите, вот уже масло отделилось от белка. Однако масло еще недостаточно прозрачное, что означает, внутри масла есть и вода, и молочный белок. Лишь через 7-8 часов масло становится абсолютно прозрачным. Чем ниже температура, тем лучше расслаивается масло. Правда, и дольше. Животные жиры и растительные масла имеют разную плотность. Если топить масло очень долго и при низкой температуре, то расслоятся и молочные жиры с растительными. И будет видно, сколько недобросовестный производитель добавил растительного масла. Молочный жир полезен для здоровья и может храниться месяцами, даже годами. При неподобающем хранении в сливочном масле портится именно белок, а в правильно вытопленном масле портиться просто-напросто нечему. Пока слой масла в кастрюле глубокий, нет ничего сложного. Аккуратно переливайте его в банку для хранения. А когда масла осталось совсем немного, вынесите кастрюлю на холод. Масло застывает быстрее, чем вода и растворенный в ней молочный белок. Если вы все сделали правильно, то топленое масло можно хранить в обычной кладовке. Застывший на холоде нижний слой топленого масла отделяется от сливок очень просто. Это обычная толстая корка масла. А сливки под слоем масла еще жидкие. Их можно использовать, например, для выпечки. Промойте застывшее топленое масло водой, чтобы убрать с него остатки сливок. Сколько-то сливок и влага все равно останется на масле, но не проблема. Куски такого масла надо перетопить еще раз, уже обычным способом. Того качества топленого масла уже не выйдет, но и это масло тоже можно использовать для приготовления очень многих блюд. Оно получится точно таким же, каким получается масло при обычном способе вытапливания в казане, когда несколько часов надо стоять и снимать пену, и все равно на дне остается изрядный нагар. Я желаю вам больших успехов в изучении кулинарной науки.